Речь в данном ролике пойдет о первом Супермене, история которого длится аж с июля 1938 года, первого выпуска Action Comics. На нем выросло несколько поколений американцев. Приобретение комиксов о Супермене стало традицией, оттого DC Comics не хотела ее забрасывать. Было просто невыгодно. Вплоть до лета 1986 года, когда издательство, предвидев надвигающийся крах, решило сделать читателям предложение, от которого тогда никто не смог отказаться. Но мир еще не знал, каким последствиям это может привести. Вы на канале Интеракт, сейчас во всем разберемся. Безусловно, за прошедшую сотню лет выходило множество других серий о Человеке из стали. Ну, например, Супермен Золотой Бог. Этот Супермен провел 1000 лет на Солнце, а после еще столько же путешествовал по различным вселенным. Из обычного Супермена он превратился в божество, которое способно создавать новые вселенные, воскрешать мертвых и творить жизнь из ничего. Или же злобная версия Супермена Прайм. Прямо как Дэдпул, он ломал четвертую стену и общался с читателем. Даже угрожал авторам комикса из-за того, что они хотели убить его в следующем выпуске. Да что там говорить, есть даже вселенная, в которой шаттл Супермена приземлился не в США, а в СССР. И вместо борьбы за правду, справедливость и американский образ жизни, Супермен описан как выходец из рабочего класса и борец за социализм. Но об этом уже в другой раз. И это только 3 забавных примера, на деле их уже сотни. Приведенные версии Супермена появились уже после 1986 года, однако к началу 90-х у DC было четкое желание стереть мультивселенную и обозначить конкретных супергероев в одном единственном мире. В то же время самым родным для американцев являлся Супермен из Action Comics, и они просто не могли его отпустить. Почему же было принято решение с ним покончить? На момент выхода последнего комикса в данной вселенной Супермена уже было 583 выпуска. Чтобы школьнику влиться в субкультуру, было необходимо прочесть сотни комиксов об известных супергероях. Это сильно снижало мотивацию подростков их читать, в связи с чем и потребность родителей их покупать. Тогда-то DC решила перезапустить всю комикс-вселенную, начав с чистого листа. Новый Бэтмен, Флэш, Чудо-женщина и, конечно же, новый Супермен. Только Action Comics до последнего момента оставался столпом каноничного творчества студии. Но и тут было необходимо подвести итог всему, что происходило на протяжении многих десятилетий. Узнал ли мир, что все это время журналист Кларк Кент был Суперменом? Что стало со всеми злодеями? Удалось ли их победить? Состоялась ли свадьба между Суперменом и его возлюбленной? Ответы на все эти вопросы должен был раскрыть последний выпуск оригинальной истории о Супермене. Сразу встал новый вопрос. А кто же его создаст? Напишет сценарий, нарисует. И ответ был очевиден. Кто создал первый выпуск, должен создать и последний. Сценарист Джерри Сигел. И он изначально согласился взяться за эту историю, но после выявления неких юридических трудностей, не преданных огласке в СМИ, он не смог начать работу. Однако, во время комикс-конвента в Сан-Диего представитель руководства DC Comics встретил идеального кандидата. И тот принялся за работу сразу после слов: «Если ты позволишь хоть кому-нибудь, кроме меня, написать эту историю, то я тебя убью». Этим автором был господин Алан Мур, чуть ли не самый известный автор комиксов для думающих читателей. Сегодня в каждом книжном магазине можно найти полное собрание хранителей и В значит Вендетта. Но кто же такой Алан Мур на момент написания комикса? Нашумевшие компании, среди которых, естественно, были как Marvel, так и DC, постоянно звали его поучаствовать в написании сценариев для еженедельных выпусков. Ну, что-то по типу Star Wars Weekly и прочее. Он уже активно ведет работу над Вендеттой, но пиком его карьеры на тот момент был комикс «Болотная тварь». Уникален он был тем, что, несмотря на вполне выверенный жанр, фантастический ужастик, Мур сделал в нем сильный упор на проблемы защиты окружающей среды. И на волне успеха DC сначала предлагает Алану написать историю про Супермена в его авторском стиле. Это выливается в комикс «Супермен», человеку, у которого есть все. В этой истории Бэтмен, Робин и Чудо-женщина приходят в гости к Супермену, чтобы поздравить его с днем рождения. Но обнаруживают героя застывшим в одной позе. В его тело врос некий космический паразит, погрузивший героя в мир иллюзий, где Супермен проживает счастливую жизнь на родной планете. Его родители живы, он живет в огромном доме с женой и детьми, а по выходным выбирается на барбекю. И здесь Алан Мур придает очень сильный внутренний конфликт, который часто закрадывается в каждом из нас. Продолжить жизнь в иллюзии или принять реальность. Комикс выходит в печать в 1985 году, и фанаты просто в восторге, и они хотят еще. Тогда-то студии утверждается кандидатура автора. Последнюю историю о Супермене должен написать Алан Мур. Но кто же будет рисовать? Над этим долго не думали, так как лучшим художником классического Супермена на тот момент считался Курт Свон. Последние 30 лет именно он придавал Супермену тот облик, который мы все знаем сегодня. Он согласился сразу после полученного предложения. И теперь Алану и Курту предстоит с двух ног ворваться в производство последнего путешествия каноничного Супермена.
Это выдуманная история. Но разве не все истории такие? Такой фразой авторы встречают читателя. И согласитесь, в этом уже чувствуется будущий стиль Мура, который в каждом своем произведении предлагал читателю поставить под сомнение предложенную действительность. Нас вводит в сюжет с ужасающего факта. Супермен умер 10 лет назад. Репортер газеты Daily Planet приходит к Лоис Лейн и просит взять интервью о событиях прошлого. Лоис за эти годы успела выйти замуж и родить ребенка от обычного работяги. Оттого не горит желание вновь погружаться в воспоминания о тех днях. Однако соглашается. Началось все после странной череды неудач. Злобный клон Супермена Бизарро решает уничтожить родную планету, вернуться на Землю и принести себя в жертву, чтобы стать совершенным несовершенным двойником. На работу Кларку Кенту присылают игрушечных суперменов, в глаза которых встроены лазеры, впоследствии сжигающие его рабочий костюм. Теперь все знают личность Супермена, а значит, что все его близкие и друзья под угрозой. И эта угроза появляется моментально. Присылают вторую посылку с телом Пита Росса, старого друга Супермена. И на следующий день на Daily Planet нападает шайка злых андроидов, желающих убить коллег Супермена, включая Лоис Лейн. Супермен приходит на помощь в считанные секунды и побеждает врагов, после чего принимает решение спрятать всех своих близких в тайной крепости. В то же время читателю показывают, что два сильнейших врага Супермена объединились. Лекс Лютер, безумный ученый, и Брейниак, инопланетянин, уничтоживший родную планету героя. Брейниак, успевший за десятилетия серии погибнуть не один раз, все-таки остался жив. Его оцифрованный мозг лежит где-то на Северном полюсе. Лекс Лютер, посчитавший, что сможет управлять инопланетным злом, находит его в ледяной пустыне. Но тот отказывается сотрудничать. Гуманоид просто берет Лютера под свой контроль и отправляется за Суперменом, чтобы победить его и захватить мир. Его план прост – собрать самых сильных злодеев вместе и нанести Супермену сокрушительный удар. В это время Супермена посещают его старые знакомые – пес Крипто, Супергерл и команда супергероев из будущего Легион. Они использовали машину времени, чтобы встретиться с Суперменом и вручить ему золотую статуэтку, потому что в учебниках истории этот день отмечен как особенный. Но герой сразу понимает, что это был их последний шанс воздать почести перед его смертью. Попрощавшись со старыми друзьями, он плачет всю ночь. На этом кончается первая часть комикса, и авторы оставляют Супермена плакать на протяжении целого месяца, до дня выхода второй части. Прямо как в 2018 году, в год выхода «Войны бесконечности Мстителей», зрители в предвкушении ждут следующую часть истории, чтобы узнать развязку. Что же они прочитали? История идет дальше. Лоис Лейн продолжает давать интервью репортеру из Daily Planet. И их прерывает ее новый возлюбленный, Джордан. Он высказывается пренебрежительно о бывшем парне своей жены и подмечает, что простые трудяги, как он, являются настоящими героями. Лоис просит его пойти заняться чем-нибудь полезным, а сама продолжает рассказ о последней битве Супермена. Пока Супермен готовится к сражению, злодеи подбираются к крепости. Оказывается, что на последнюю битву с Суперменом прибыли злодеи из будущего, которые знают, что сегодня герой должен умереть. Они хотят разделить славу о победе над самым сильным героем, поэтому предупреждают, что на помощь Супермену придут все сверхлюди планеты. И тогда Брейниак возводит силовой барьер, чтобы никто из супергероев не пробрался на поле битвы, и начинает обстрел крепости из всех своих орудий. Супермен легко справляется с танками, однако попытка ударить в лоб проваливается. Криптонитовый человек не дает герою подобраться к злодеям. Криптонит – вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Криптонит знаменит благодаря тому, что является смертельным оружием против Супермена. Криптонитовый человек создан из криптонита. Тогда Супермен с нихера решает прояснить ситуацию о любовном треугольнике между ним и двумя коллегами – Лоис Лейн и Ланой Лэнг. Он копается в себе и приходит к выводу, что хоть Лана и первая любовь, Лоис он все-таки любит сильнее. В то же время Лана находит волшебное озеро, окунувшись в которое получает суперсилы и улетает сражаться с врагами. Во время полета она слышит признание Супермена о том, что тот больше ее не любит, но Лана все равно хочет ему помочь. Она в одиночку вступает в битву со всеми злодеями всех времен и пространств, но погибает. А Брейниак запускает по крепости ядерный удар. Крепость выстояла, но в стене огромная дыра, через которую злодеи планируют пробраться к Супермену. Первый на очереди – криптонитовый человек. Но ценой собственной жизни его побеждает пес Супермена Крипто. Узнав о произошедшем с Ланой и псом, Супермен злится и за пару страниц побеждает оставшихся злодеев. И вот, казалось бы, победа. Супермен жив, все враги повержены, но нет. На сцену выходит тот, кто все это время был в тени. Главный злодей по имени МКСИЗПТЛК. Это маг из другой вселенной. В интернете я прочитал, что фанаты называют его мистером Ху. Видимо, просто чтобы не ломать себе язык. И вот, собственно, выходит мистер Ху и
произносит свою заветную речь. Говорит, у меня есть мечта, я хочу смерти Супермена. И вот оно, поражение. Супермен просто не знает, как его победить. Но в последний момент он смотрит на статуэтку, которую ему подарили друзья из будущего, и видит, что его копия держит некий проектор. И тут он, как и все читатели, все понимает. Это проектор фантомной зоны, который отправит злодея в фантомную зону. Герой приводит в действие проектор, и МКС-ЗПТ-ЛК терпит поражение. Что же происходит потом? Супермен винит себя за смерть первого злодея, которого он убил. Не отправил в космос, тюрьму, будущее, а намеренно убил. И поэтому Супермен очень сильно корит себя за смерть злодея. И, собственно, что он делает? Он заходит в комнату с золотым криптонитом, вот таким вот, и убивает себя. На этом конец. Был бы, если бы не эпилог. Репортер заканчивает интервью с Лоис и уходит. Здесь читатель впервые видит ребенка героини. И он как-то сильно напоминает знакомого нам героя. Как внешне, каноничная завитушка на лбу, так и внутренне. Он может превращать уголь в алмаз. Более того, с другого ракурса ее муж напоминает Супермена. Просто на нем домашняя одежда и короткие усы. Ну и авторы решают показать все в лоб. На последнем кадре этот незнакомый мужчина подмигивает читателю. Таким образом, на протяжении комикса Лоис Лейн выступала ненадежным рассказчиком. В драматургии это используется, когда автору необходимо нарушить негласный договор с зрителем, согласно которому события в комиксе или фильме, книге должны описываться достоверно. В кино вы могли это видеть, например, в «Бойцовском клубе». На протяжении фильма персонаж Эдварда Нортона рассказывает историю о вступлении в бойцовский клуб, организованный Тайлером Дёрденом. Только уже в конце узнается, что Тайлер и есть главный герой, его вторая личность. Таким образом, главный герой не договаривал историю и тем самым становился ненадежным рассказчиком. Скажи. Потому что... Скажи. Мы один человек? Правильно. Или, например, «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, в котором оказывалось, что детектив, который ведет расследование в психбольнице, на самом деле является ее пациентом. И здесь нам следует вспомнить эпиграф, о котором я упомянул в начале. Это выдуманная история. Но разве не все истории такие? После прочтения комикса он обретает совершенно иной смысл. Несмотря на то, что история выдуманной истории тоже оказалась выдуманной, только уже ее персонажем, делает ее какой-то плохой или неправдоподобной. Алан Мур хочет сказать читателю, что интересный сюжет, который удержит внимание читателя, слушателя, зрителя, намного важнее, нежели чем правдивость, логичность и объективность самого произведения. Но так ли интересно по итогу оказалась последняя история Супермена? Как мне кажется, нет от слова совсем. При прочтении постоянно создавалось ощущение, что многих персонажей насильно старались впихнуть в историю, которая в них и не нуждалась. Громоздкое желание DC Comics охватить всех персонажей за 50 лет истории Супермена по итогу уничтожило цельность истории. Ни одному из персонажей толком не дают подышать. И ладно бы это все осталось просто фан-сервис произведением по типу «Войны бесконечности Мстителей» и ее последующим финалом. Но постоянные напоминания самого Супермена о том, что это точно его последняя битва, делают всю историю просто какой-то нелепой. Казалось бы, это круто, что авторы пытаются пробить четвертую стену и дать возможность персонажу попрощаться не только с его выдуманными друзьями, но еще и с читателем. Но каждый раз эти прощания, они адресованы просто в пустоту. Что же было потом? Потом были разрывные продажи комикса о последней битве первого Супермена и долгожданный перезапуск вселенной. Но, как мы знаем, план DC разрушился уже в ближайшие месяцы, и мир увидел сотни новых версий, адаптаций старого Супермена. И, как мне кажется, это и к счастью. Но случились куда более пагубные последствия для мира комикса. Издательства поняли, что убивать своих супергероев это не просто выгодно, а супер выгодно. И именно поэтому уже в ближайшие годы чуть ли не каждый супергерой умирал в это воскресенье, а воскресал в следующий понедельник. Человек-паук, Бэтмен, Росомаха, Профессор Икс и, конечно же, герой этого ролика Супермен погибали десятки раз не в целях создания интересного произведения, но лишь для того, чтобы компании умножили свой капитал. Справедливо ли это? Наверное, нет.
Но если подумать, то все вроде как вышло-то закономерно. Машина капитализма все больше раскручивала перспективную нишу, шире раскрывала свой голодный рот, проглатывала больше, чем она могла съесть, и по итогу задохнулась. Чтобы уже в ближайшие годы возродиться вновь и начать все сначала. Сегодня этой формой для мира комиксов является кинематограф. Старые клиффхенгеры на последних страницах комиксов переосмыслились в горячо любимые сцены после титров. Фильмов оказалось недостаточно для студийных кошельков. Оттого рождались сериалы. А сегодня на наших глазах эта машина снова задыхается, чтобы переродиться и начать все сначала. Как вы думаете, в какой форме на этот раз? Пишите свое мнение в комментариях, с удовольствием поболтаем. А как улететь-то? Я могу встать на стол. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Выше, выше. Да. Ну, Супермен, соберись. Давай! И третий раз.